Запись пошла. Всех приветствую для сайта xgat.ru и для группы ВКонтакте «Гаджеты для экстремалов». Снимаем вторую серию. Первая часть была распаковка, мы там показали коробку, как она к нам пришла. В этой же части мы рассмотрим более подробно технические характеристики этого аппарата. Также посмотрим на комплект. Для этого видео мы выбрались из города, чтобы посмотреть, как все это дело будет ловить там, где GSM не очень, там, где очень нужен GPS. Начну с главного. Этот телефон снимает в 4К. В интернете есть примеры видео с 4К с 8 актива. Можете посмотреть. Мало кому оно нравится. Но теперь есть еще примеры видео с Land Rover Explorer. Тоже можете сравнить. Сразу покажу вам фотографии, которые сняты на этот аппарат. Если фотографии рассматривать, то в темном помещении очень заметно, что камера мылит относительно того же Samsung. Вот у нас эталон — это Samsung Active 7 у Алексея. Ну и был еще на тестах 8 Active. Это лучшие камеры, что мы видели среди защищенных аппаратов. Тут же тоже хотели применить хорошую камеру, но хромает программная обработка. Также отдельно у нас тестовое видео, как всегда, на YouTube-канале и в примерах фото и видео на сайте xgat.ru. Сейчас в этом аппарате вставлена моя сим-карта. Здесь МТС. Посмотрим, как оно ловит. Минус 99. Теперь накладку, которая ничего не должна сделать. С накладкой то же самое. По факту на GSM сигнал эта накладка не действует, но и не должна была. Вот она и без накладки сейчас 89 показывает. По поводу накладки. Вот она еще зачем-то моргает. Ну, это показывает заряд, что сейчас полностью она заряжена. Когда меньше, чем зелененькая, это желтенькая. Когда полностью разряжена, у нее остается чуть-чуть. Только чтобы красную показать, да. Во время зарядки моргает зеленым, пока не начинает полностью гореть. Зеленым, значит, зарядилась. Цифры, что указаны на этом аккумуляторе, они правдивые. 3620 мАч. Эти цифры он в себя и вобрал при зарядке. Так, AnTuTu нам показал 96 почти тысяч очков. Быстренько по характеристикам пробежимся в информации. Называется Land Rover Explorer. Ничего удивительного тут. Но заявленный процессор Helio X270 10-ядерный. 7-й Android, Full HD экран, 4 гига оперативной памяти и 64 встроенной. Тут можно увидеть, что он съел нашу карточку на 256 гигабайт. О, он здесь даже показывает, что 5-дюймовый экран. Молодец. Две камеры. Одна вот та не очень, которая задняя 16-мегапиксельная и передняя 8. 4000 мАч батарейка встроенная, а тут еще вот 3600 внешний. Итого 7600. Таких нету, по-моему. Окитель. Да. NFC есть. Всякие датчики в другом приложении смотрим. Ну, в общем. Так, вот здесь он нам кружочком пометил только температуры датчик. Значит, все остальные есть. Начнем по порядку. Акселерометр явно работает. Дальше. Датчик освещенности. Вот Саша прикладывает. Есть свет, нету света. Работает. А попробуй поудалять. Вот как будто бы так вот призакрывая его слегка. Ага. То есть у него буквально всего лишь... Ах, вот он как. Ну вот, можно побаловаться. Да, давай дальше. Так, датчик ориентации. Уровнемер. Да, что-то все прыгает, скачет, непонятно как. Датчик приближения. Вот у него два положения всего, как на многих телефонах. Да, ну хорошо. Гироскоп. Окей. Ну тут... Ну ладно, микрофон есть. Окей. Поехали. Ага. Вот он. Ух, какой, оказывается, нехороший торакс. И давление. Он давление меряет? Да. Ага. Вот, здорово. Но у нас слегка повышенное. Этого давления он и высоту меряет. С датчиками все понятно. Теперь как они работают. У нас есть приложение. Именно в Land Rover оно настраивается. Здесь можно вывести те функции, которые вам нужны. Например, у нас есть часы. Фонарик СОС. Просто фонарик. Можем вывести, отправить данные
как вы захотите. Но он сейчас будет искать меня по спутникам. Следующий функционал. Экстренно отправить данные. Здесь он будет на номер телефона, который вы укажете, будет отправлять. Секундомер. Работает как обычный секундомер. Ничего тут. Вывести барометр. Можно в миллибарах, можно в атмосферах. Дальше долгота, широта. Также по геоданным. Но у нас сейчас GPS не ловит. И тут у нас есть два альтиметра. Один по GPS, другой по барометру. Здесь можно в метрах, километрах, футах и в милях. Есть альтиметр по барометру. Также метры, километры, футы и мили. Который по барометру он сразу нам показывает высоту, потому что барометр не нуждается в подключении к спутникам, а вот который от спутников по GPS вот у нас ловит. И у нас еще есть вот компас, который укажет на север. Красненький N. Ну, сейчас Норд. правильно показывает. Норд показывает правильно на север. Поэтому в этом телефоне прикольно все в этом плане. Работает. Дальше, чтобы вызвать все приложения, чтобы посмотреть список, надо снизу вверх. И дальше уже по приложениям. Если мы перейдем на левый экран, то здесь будут какие-то новости. Приложение Google. Верхнюю плашку Google не удалить. После покупки этого аппарата было одно обновление. Вот здесь скриншот. Здесь мне сообщают о том, что есть улучшение по безопасности, улучшение камеры и общие очень важные улучшения всей прошивки. Да, здесь у меня карта на 256 гигабайт, все она кушает, все шустро, вопросов к этому нету. Запись видео на карту можно ставить, чтобы все писалось. По поводу глюков и вообще работы операционной системы, за неделю работы никаких проблем вообще не было, вот ни разу. Приложение скачивается очень быстро, параллельно работа нескольких приложений, переключение между приложениями, все шустро, никаких тормозов, но все-таки 10-ядерный процессор. Это прикольно. Включаем GPS и смотрим, как быстро он поймает спутники на открытой местности. Я бы сказал, что достаточно быстро. Вообще моментально. Вы видите, да, что 2 метра точность сейчас. Мы хотим добиться хотя бы одного. Есть. Обратили внимание, да, что точность теперь 1 метр. Поэтому разница в этой штуке есть. И мы видим еще китайские спутники, он увидел. Все, снял 2 метра. Без накладки 2 метра. Тут. Сейчас у меня включена функция работы в перчатках с этим аппаратом. Да, все нажимается. А текст? Армянин? Армия Ви. Хотя я хотел написать привет. Сейчас. Все равно армянин. Ну, с мокрыми руками. Не, ну как вы хотели в перчатках текст? Еще больше перчатки Неплохо. надень. Ну, видишь, он набрался. Не, нормально. Приноровиться можно. Сейчас намочу руку, попробую с мокрой рукой. Я могу сказать, Работает. что работает. Да.
Так, хорошо. Сейчас проверим, насколько громко он может кричать. У нас для этого есть шумомер. 3 дебила на реке. 100 децибел я видел только что. Хорошо. Решетка у нас большая, но динамик у нас один, и он слева. Если мы вот так вот закроем, то звук будет тише. Ну и осталось нам вводную процедуру, но мы его в полном обличии во все чехлы сейчас. Этот карабин, про него уже есть комментарии на англоязычных ресурсах про то, что при ходьбе он почему-то при каких-то условиях отстегивается. Хлястик у нас есть, чтобы его отогнуть и аккуратно вытащить. Но если потянуть сильно, он сам с собой расщелкивается даже без дополнительного упора в этот хлястик. Поэтому, да, я допускаю, что эта штука при ходьбе может отсоединиться. Он выли. Хорошо. Он пускает пузыри. Я думаю, вы видите пузыри, которые выходят из телефона за 65 тысяч рублей. Пузыри выходят из-под бампера. Да, из-под бампера. Не обращайте внимания на эти пузыри. Это бамперные пузыри. Бамперные пузыри. Пока он там лежит, прокомментирую, как вообще мне этот аппарат. После Rambo F1 Magnetic, у которого магнитный коннектор, за который я вообще не переживаю. Извините, у меня Инстаграм. Я пошел за фотоаппаратом. Я вообще не переживаю. Здесь вот у меня страхи есть по поводу открытых USB-C. Все-таки заглушки хочется для устройств, которые для аутдора. Вот сейчас вот я положил его в ил, точнее он сам туда забурился, но теперь мне нужно будет промывать все очень тщательно, чтобы воспользоваться этим коннектором, потому что если я не прочищу, просто дождусь, пока высохнет, то какая-то грязь там останется, засуну провод и все, могу потерять разъем. Поэтому после таких процедур обязательно нужно промывать тщательно и смотреть даже, может быть, под микроскоп, чтобы никакой грязи там не было. По поводу GSM. Связь очень хорошая. Где бы я ни находился, связь действительно на уровне Rambo. Вот у меня Rambo как эталон, он у меня лучше всех всегда ловит. Land Rover Explorer тоже показывает себя замечательно. И еще у него есть функция, то, что он магнитится к металлическим поверхностям. У меня на моем рабочем столе компьютер стоит металлический, и я просто магничу его прям к компьютеру. Например, вы работаете, и вам нужна информация с телефона. Вы этот телефон к любой металлической поверхности прислоняете, он магнитится и висит. И не отвлекайтесь от того дела, которым занимаетесь. Ну, правда, это бывает удобно. И вообще мне захотелось теперь во все смартфоны защищенные, чтобы они еще и магнитились, эта функция. Прошло примерно 5 минут, пузыри уже перестал пускать. Если он протек, то он уже протек. А если не протек, то уже бесконечно долго так может на такой глубине висеть. Пока все работает. И когда мы снимали в доме, то я рассказывал, что здесь можно альтиметр при помощи GPS использовать. И вот здесь вот GPS спутники нашлись. И вот данные широта, долгота теперь показываются. И при помощи спутников GPS, GLONASS и китайских BIDAO он еще альтиметр показывает. Вот он побывал в иле, чуть-чуть пополоскал его. Пример того, как может пригодиться железная нам поверхность, что магнитится. Прислоняю, сушим, так сказать, коннектор. Здесь можно включить камеру, вот он там снимает, что-то выглядывает. Можно фронталочку включить. Сейчас очень популярно в автомобилях ставить магнитные держалки. Кредл с магнитом, это удобно, модно. Не надо ничего выжимать, зажимать. Да, но не модно, что приходится клеить, а в этом аппарате клеить ничего не нужно. Он уже с поверхностью, которая магнитится. Тут не просто железяка, тут еще и магнит. Это еще серьезнее будет при магничивании.
Если подытожить, то в первое впечатление и вообще ощущения от аппарата очень положительные. Он стоит своих денег для тех, у кого эти деньги есть, потому что премиум класс тут ощущается. Металлический корпус ни разу нигде не поцарапался до сих пор, хотя он мог это сделать. Много фишек, много удобностей для приключений. Связь отличная, GSM. Аксессуары могли бы быть более полезные и интересные. Особенно вот эта история со щелкающимся карабином. Не совсем непонятно все-таки, зачем такая точность GPS. И 2 метра это достаточно точно для того, чтобы понять, где мы находимся. Зачем этот 1 метр? Но тем не менее, это есть, это нельзя не отметить. Габариты 5 дюймов. Он все-таки малыш. По сравнению с тем, что сейчас есть на рынке, это небольшой телефон. 4000 мАч встроенного аккумулятора. Это достаточно для 1 дня интенсивного использования. Мне на день всегда этого аппарата хватает. Это замечательно. Мне не нравится. Открытый USB нужно все-таки закрывать. Потому что сейчас, пока не высохнет, мне нужно вот ждать. Также нужно будет еще проверить, может быть, какая-то грязь забилась в джек 3.5. Здесь тяжело это увидеть. Нужен фонарик и какая-то оптика, чтобы разглядеть. Прежде чем использовать его, вот нужно будет проверить. Вы видели, что работает все в перчатках, видели, что работает в мокрых руках. Это хорошо. Аппарат шустрый, у него нет проблем с программным обеспечением, все работает. Из-за того, что этот аппарат очень хорошо ловит GSM-сигнал, у нас здесь в деревушке этот аппарат как Wi-Fi роутер. Мы его используем. То есть поймали интернет на крыше 4G и раздаем на весь дом Wi-Fi. Вообще у всех интернет есть. Это тоже круто, когда вот у телефона хорошо ловит GSM. Функционал для приключений, да, здесь он удобен. Фонарик. По поводу фонарика, почему он такой? Один желтенький, другой оранжевый. Это 2 оттенка вспышки для того, чтобы более живые получались фотографии, более естественные. Холодное и теплое освещение. Так мне подсказывают наши специалисты, фотографы. Тоже удобно. Можете как кошелек его использовать. Можете доставать при помощи этого телефона монетки. Спасибо за внимание. Это все, что мы хотели рассказать про этот аппарат. Под видео, либо на нашем сайте sgat.ru вы можете задать любые вопросы. Мы постараемся вам помочь с выбором того или иного аппарата.